Прежде чем в следующий раз вы будете смеяться над детьми, верящими в Деда Мороза, вспомните, что есть люди, которые верят, что президент и правительство заботятся о них. Дорогой Дед Мороз, пишу тебе письмо на наждачной бумаге. Вот теперь посмотрим, сможешь ли ты сделать с моим листом то, что ты сделал с ним в прошлом году. Когда мне нужно принять какое-то решение, я думаю, а что бы сделал кот на моем месте? И сплю дальше. Сидел вчера в кабаре, выпивал рюмку за рюмкой и наблюдал, как у женщины за соседним столиком уменьшается нос, увеличивается грудь и появляется талия. И что это у тебя за новый слайд в контактах телефона? Я туда позвонила, а там женский голос. И как это понимать? Очень просто. Там такая же дура схватила в телефон, чтобы послушать, что это за новий Сергій у Славіка в телефоні. 300 грам. Українська соціальна мережа, головний конкурент Facebook. Ходишь на эти корпоративы и всегда одно и то же. Скучно и однообразно. Но не дай бог пропустишь, на следующий день все... О, как вчера классно было! Им что ли мешаю? Хорошо веселиться. Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее. И насколько она маловажна, когда вы просите прибавку к зарплате. На первом свидании я любовью не занимаюсь. Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления. Комната этажом выше сдается посуточно. Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi. В чем разница между неудачником и нищим? У обоих нет айфона, но неудачника это беспокоит. Мне мой кот напоминает наше правительство. Везде сует свою морду. Да всему есть дело. Но при этом нигде, в общем-то, нахрен не нужен. И без него все прекрасно делается. Кто не курит и не пьет, тот запомнит Новый год. Просто ненавижу декабрь и февраль. Я бы и январь ненавидел, но там 10 дней на работу ходить не надо. Помню, в юности бывало. Ведро пива, как нефиг делать выпивал. А теперь вот только пол-ведра могу. Что, здоровье совсем стало слабое? Не, морда дальше не пролазит. Муж приходит под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах. Жена: где ты был? Не поверишь, дорогая, всю ночь с клоуном дрался. Жена отправляет мужа-программиста в магазин. Купи батон хлеба, если будут яйца, возьми десяток. Муж возвращается из магазина с 10 батонами. Ты зачем столько хлеба купил? Так ведь яйца были. Телеканалы быстро сообразили, что самое полезное, что они могут сделать для взрослых 1 января. Это весь день крутить мультики для детей. Кошки тратят 2/3 своей жизни на сон, а все оставшееся время снимаются на ютубе. Положил детскую соску-пустышку рядом с плитой. Она расплавилась и пристала к столу. Набрал в гугле, как отодрать соску. Забыл, что искал. Мужик идет по лесу. Даты. Вдруг на него бежит лось и сбивает мужика на землю. Только поднимается, медведь вслед за лосем бежит, сбивает мужика и опять. И даже не замечая этого, бежит дальше. Уже злой мужик рывком встает и видит, как на него набегает заяц. Мужик начинает злорадно улыбаться. Через секунду оказывается на земле, а заяц убегает. И тут раздается голос с небес. Мужик, ты подошел от карусели? Если в слове локдаун поменять буквы местами, получится клоун надо. Хочешь узнать рейтинг доверия к правительству страны? Просто посмотри на процент добровольно вакцинированных. Провал прививочной кампании говорит о том, что хоть народ и безоговорочно верит власти, но при этом понимает, что она врет. Сейчас, конечно, полегче стало. Ты женщину в ресторан не водишь не потому, что нищеброд, а потому, что антипрививочник, борец за свободу выбора. В связи с этим мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино и ресторан, а сразу к себе домой. Прививка от ковида не означает, что человек не опасен для окружающих. Как и до вакцинации, в любой момент он может выйти на улицу и начать митинговать против действующей власти. Живите в горести и в печали, пока смех не разлучит вас. Идеи для стартапа. Пуховики для веганов на тополином пуху. Ура! Чем отличаются вейпер, веган и алкоголик? Вы знакомы с ними 10 минут. Вейпер сказал, что пар
безопаснее дыма уже 14 раз. Веган сказал, что он не ест мясо уже 28 раз. Вы до сих пор не догадываетесь, что алкоголик бухой. Катя, у тебя кто-то был до меня? Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы, 5 утра, все еще спят. Ох, люди, которые везде видят сексуальный подтекст, давайте кончайте с этим. Вы понимаете, не всякая жизнь кончается смертью, иногда она кончается свадьбой. Если соседские дети сильно шумят, скажите им через стенку, что вы гномик, живущий в розетке, и вас надо покормить гвоздями. Роза Марковна, почему вы пишете в анкете, что вы украинка? Что таки у вас украинского? Как шо? А 45 килограмм сала? Библиотекарь, на борту есть библиотекарь? Да, я библиотекарь, а что случилось? Самолет летит на Сейшелы, откуда вы тут взялись? Понимаете, перелет через океан очень долгий. Вот я и попросил стюардессу найти коллегу по профессии, чтобы поболтать о работе, скоротать время. И вас ни капельки не смутило, что вы командир аэробуса, и что стюардессе, выполняющей вашу просьбу, пришлось идти по салону самолета, летящего над Атлантикой, и спрашивать у пассажира, не умеет ли кто-нибудь из них управлять самолетом. Одесса, привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой. Мужчина, вы забыли купить лук. Но у меня лук не записан. Так идите, я вам запишу. И жили они счастливо и долго. 2 месяца счастливо и 38 лет долго. Мужчина и женщина могли бы чаще встречаться глазами, если бы не грудь. Алкоголь – источник всех бед семейной жизни, говорит лектор. Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьет. Кто-то из зала уточняет. А вы не скажете, сколько нужно выпить, чтобы она ушла? Жена требует, чтобы я бросил пить. Придется бросить. Согласен, хотя она прикольная, буду по ней скучать. Когда мужик не способен любить женщину, он начинает любить, что попало. Родину, партию, профсоюз и пельмени. Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета. Они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее белье. Какие люди? Снег шел 3 минуты. Или, как говорят мужчины, всю ночь. Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой за 40 минут. Своего 3-го мужа я впервые увидела, когда он судил 2-го за то, что тот задавил моего 1-го. Идут 2 друга по ночной Одессе. Вдруг из темноты вываливается гопота с ножами. «Деньги, ценности, часы! Быстро!» Друг поворачивается к другому. «Фима, я тебе должен 300 евро, отдаю при свидетелях». Не причитайте, что мужчина бабник. Если бы он был однолюб, то до вас бы очередь не дошла. Женское. Я буду готова через 15 минут. Равносильно мужскому, я буду дома через 15 минут. Не, мужчины ищут не достающую половинку, а находят достающую. Вот. Банк, кредитный отдел. Мне нужен кредит. На какие цели? Я хочу открыть гей-клуб. А кто будет ходить? Пидорасы разные. Вася, Петя придет. Те, кто мне кнопки в лифте жжет постоянно. Судьи футбольные придут. Извините, но мы вынуждены отказать вам в кредите. Ой, вы приходите. Женщина и секс — это как чиновник и взятка. Сначала ой, вы, нет-нет, а потом а что так мало? Может ли вегетарианец любить женщину? Может, если женщина не рыба, не мясо. Секс — это классно, но с возрастом все рискованнее. Поясница ноет, пот градом, пульс зашкаливает, дыхание тяжелое, пресс болит, ноги сводит, руки трясутся. А ведь я только носки снял. Хочу такую работу, как у Деда Мороза. Сутки через 364. Бабушка, как мне понять женскую логику? Боря, главное помни, что ты что-то объясняешь женщине. Она видит только картинку и слышит твой
голос, а вот информация рождается непосредственно в ее голове. Абрам, а давай пригласим соседей на праздник. Зачем? Будет весело. Софочка, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду. Чувство черного юмора как Ной, у кого-то есть, а у кого-то нет. Гитлера схватил сердечный приступ, когда он получил счет за газ.